Приветствую вас, уважаемые подписчики. С вами вновь Лебедь Белая. Как всегда, приглашаю вас на личные расклады. Вся информация под видео. А сегодня я хочу поговорить с вами о такой интересной теме, которая очень часто сопровождает нас. Это одиночество. Я сегодня предлагаю вам 3 варианта. Каждый вариант будет отвечать на 4 вопроса. Как я воспринимаю себя, как я отношусь к мужчинам, какая я в отношениях с мужчинами. И последняя карта, что нужно делать, что следует в себе поменять. Итак, давайте попробуем разобраться, почему сегодня я одинока. Итак, первый вариант. 4 карты. О чем говорят карты? Как я воспринимаю себя? Сегодня я наполнен любовью, и хотелось бы эту любовь подарить близкому человеку. Во мне очень много нерастраченных чувств и эмоций. Я мечтаю встретить на своем пути человека, который бы меня наполнил и позволил бы поделиться теми чувствами и эмоциями, которые меня переполняют. Я человек мягкий, добрый. Я человек, который бы хотел поделиться вот этими энергиями. Как я отношусь к мужчинам? Что интересно, я почему-то не воспринимаю мужчин. Я, может быть, опасаюсь мужчин. Может быть, когда-то меня обманули, и сегодня я боюсь свою любовь в полном объеме подарить близкому человеку. Почему же? Внутри, где-то глубоко, я хочу поделиться этими чувствами, а вот здесь и сейчас я их скрываю. Меня, возможно, научили жизненные ситуации, и я считаю, что это справедливо. А может быть, я просто не готова еще к серьезным отношениям и не готова взять на себя весь груз отношений. Может быть, хочется мне сегодня просто по-легкому завязать отношения с своим партнером, не погружаясь во что-то более серьезное. То есть сегодня я готова только к более легким взаимоотношениям. А может быть, я еще не до конца научилась правильно простраивать отношения с мужчинами. Я в большей степени привязываюсь к ним и очень часто манипулирую или позволяю собой манипулировать в этих отношениях. То есть я не умею простраивать равноценное взаимодействие в своей паре. И как вариант, мои отношения становятся неудачными, заканчиваются, как правило, не очень хорошо, что приводит как раз и к тому, что я не хочу делиться своими эмоциями или предпочитаю легкий формат отношений. Какая я в отношениях с мужчинами? Что же можно здесь сказать по карте? Я постоянно нахожусь в состоянии выбора, то есть я не могу определиться, а что же лучше для меня. Сегодня на горизонте у меня много вариантов. Я могу пообщаться с разными мужчинами, и я, в принципе, готова к этому взаимодействию, но что-то меня останавливает. Я все время ищу какой-то, ну, скажем так, очень серьезный шанс, да, мне хочется, чтобы сразу же и все. При этом не хочу брать на себя вот эту ответственность и желание простраивания взаимодействий. Мне хочется, чтобы как в сказке, раз и получилось, раз и все сложилось. Я сама не готова что-то предложить в этих отношениях. Чаще всего я жду, что для меня что-то сделают. Что еще с мужчинами? То есть я не всегда, скажем так, с мужчинами пытаюсь простроить отношения
длительные, то есть очень быстро они завершаются, так и не начавшись. Вот так, наверное, более правильно. Ну и не хватает сил у меня в отношениях с мужчинами проговорить свою позицию, высказать то, что мне не нравится. Ну и я не люблю, когда мне указывают и говорят о том, правильно я поступила или неправильно в той или иной ситуации. Что же нужно делать? Что следует в себе поменять? Ну, во-первых, позицию поменять, то есть чего же я хочу, да, то есть определить для себя, а кто я сначала, да, какая я женщина. Карты нам говорят, что вы хотите стабильных отношений. А что подразумевают под собой стабильные отношения, да? Это, конечно же, умение эти отношения развивать, умение ценить себя, понимать себя, кто я такая, и транслировать это, безусловно. Действительно, сегодня я не прохожу вот тот опыт в полном объеме, в котором требуется. То есть я не беру из того опыта, который я получила, да, он был не очень хороший, негативный опыт, не беру уроки из этого опыта и не меняю себя, исходя из того, что я уже прожила и переосознала. Может быть, поэтому меня опускают вновь и вновь по колесу, или ситуация в плане личном не меняется, а остается постоянно перетекать из одного состояния в другое. То есть мне нужна переоценка, отрефлексировать то, что со мной происходит, чтобы разобраться в себе, а уже потом принять мудрое решение и вступать в отношения уже совершенно с другими моментами и с другими позициями. Ну, вот такие небольшие рекомендации. Приглашаю вас на глубокие расклады. Вся информация под видео. Впереди у нас второй вариант. Расклад называется «Одиночество». Сегодня мы посмотрим 4 вопроса, 4 карты, как я воспринимаю себя, как я отношусь к мужчинам, какая я в отношениях с мужчинами, ну и что нужно сделать, что же в себе поменять, чтобы вот мое одиночество наконец-то закончилось. Давайте посмотрим наши карты. Что же они нам скажут? Первый вопрос. Как я воспринимаю себя? Ну, я воспринимаю себя очень активной девушкой или мужчиной. Я всегда стремлюсь к движению. Я очень люблю много новостей, постоянное обновление информации. То есть я достаточно такой человек с активной жизненной позицией. Человек, стремящийся постоянно к каким-то изменениям и идущий в ногу со временем. Так бы я бы сказала и дала характеристику второму варианту. Как я отношусь к мужчинам? Вообще я мужчин очень люблю. Да? Во-первых, я вижу в них заботливых, любящих мужчин. Я их воспринимаю такими, скажем так, наполненными энергией любви. Какими еще мужчин? Как я еще отношусь к мужчинам? Ну, я всегда очень энергичная в отношениях с мужчинами. Я всегда знаю, что я хочу. Наверное, это хорошо очень пересекается с вашим сигнификатором. То есть я всегда уверена в себе и порой даже инициативу беру на себя в отношениях. Нравятся мне достаточно мягкие мужчины, да? И вот мужчины, которые податливые, которые умеют ухаживать, которые могут принять мою энергетику, такую бешеную огненную энергетику. Как я еще отношусь к мужчинам? Можно сказать, что я считаю, что не всегда у них все хорошо с головой. То есть не всегда они правильно принимают решения. И я считаю, что если что-то не пошло в отношениях, то можно достаточно легко от них отказаться. Да, отказаться и просто-напросто уйти в новые отношения. То есть, если мне не соответствует, то я резко прерываю эти все взаимоотношения и, в принципе, готова идти к новым взаимодействиям. Какая я в отношениях с мужчинами? Я всегда на выборе, я всегда хочу, и я всегда на выборе. То есть я всегда задумываюсь, а что же в этот раз? Порой я хитрю, могу обмануть, не всегда честно к ним отношусь, потому что я не хочу, чтобы мне было больно в этих отношениях. Да, мне нравится яркость отношений, я, может быть, не буду поступать эгоистично по отношению к своему партнеру, но
мне нравится, когда мне не больно, скажем так. Сама я не готова в этих отношения вкладываться. Я предпочитаю все-таки, чтобы мужчина делал первый шаг. И хочется мне получить в первую очередь мужчину, который бы по максимуму мог удовлетворить мои возможности и мои желания. Поэтому я всегда ищу мужчину, скажем так, с достаточно хорошим доходом и достатком. Что еще можно сказать? Какая я в отношениях с мужчинами? Я не буду принимать резких решений, но если потребуется, я отсеку на 100%. Да, я готова к взаимодействию достаточно легко, мне не нужны какие-то длительные периоды ухаживания, то есть я активна в этом смысле. Что же нужно делать, да, вот несмотря вот на всю мою огненность, я вот не могу, да, найти себе достойного мужчину, что же нужно делать? Здесь карта нам говорит о том, что любые отношения, они требуют проработки, да, они требуют достаточно вложений, да, человека, ведь отношения это всегда взаимодействие двух людей. И вот в данном случае, видимо, вам необходимо понять, что отношения будут строиться только в том случае, если вы вместе с партнером об этом проговорите и будете вместе работать над отношениями, а не только ждать от своего партнера, что он сделает для меня то, как я хочу. И естественно, что вы, получается, не хотите долго ждать, вам хочется все и сразу же, то есть получить максимум того, что я хочу. И я не хочу выбирать, пусть будет сейчас и сию секунду. И поэтому очень часто вы подвешиваете отношения или становитесь, в общем-то, жертвой этих отношений, ну или как вариант, мужчина становится жертвой в ваших отношениях. Поэтому что же поменять? Поменять, научиться брать на себя какой-то уровень ответственности, научиться брать на себя варианты выхода из сложившихся сложных ситуаций, то есть не бояться этих сложных ситуаций, которые возникают в паре, преодолевать эти сложные ситуации, а вы не хотите их преодолевать. Ну и самое главное, научиться не только требовать, да, а еще и дарить любовь, чего как раз вами не хватает, то есть вы ее, в общем-то, не хотите. Ну, еще, наверное, подарить в полном объеме. Но еще, наверное, скажу, что не отсекать сразу же то, что вам не нравится, а присмотреться и приглядеться. Ведь действительно истинные отношения, они не сию секунду возникают. Это отношения, которые нужно проработать глубоко-глубоко двум партнерам вместе. И только потом вы получаете результат, который мы с вами можем назвать любовью. Итак, это был второй вариант. Приглашаю на личные расклады. Вся информация под видео. Всего вам хорошего. Впереди у нас третий вариант. Всех приветствую. Сегодня у нас тема, которая называется «Одиночество». И мы попробуем с помощью 4 карт ответить на 4 вопроса. Как я воспринимаю себя, как я отношусь к мужчинам, какая я в отношениях с мужчинами, ну и что нужно делать, чтобы попытаться в себе изменить, чтобы не быть одинокой. Давайте посмотрим, что нам скажут карты, как они вас охарактеризуют. Так, ваш сигнификатор. Давайте посмотрим. То есть, как я себя воспринимаю. Вот прямо карта выпала одиночество, одиночество. Пятерка пентаклей. Что же нам говорит пятерка пентаклей? То есть сегодня у вас такой сложный период, и вы не только одиноки, вам еще и духовно тяжело. То есть вы переживаете и понимаете прекрасно, что это ненормально, что вы находитесь в таком состоянии одиночества. Может быть, вам уже достаточно много лет, и вы до сих пор еще не были замужем, и у вас не родились дети. Может быть, у вас еще какие-то проблемы есть, как вариант финансовые проблемы, и сегодня эти проблемы, они, в общем-то, заглушают все остальное. То есть вам сегодня достаточно сложно, и воспринимаете вы себя глубоко одиноким человеком, который только может надеяться на самого себя. Но вы знаете, что пятерка это всегда переход во что-то новое. То есть человек, достигнув определенного результата, он может перепрыгнуть через себя и войти в новое состояние, было бы желание. Как я отношусь к мужчинам? Ну, я понимаю, что
В мужчинах нет того, что бы мне хотелось, да, нет той наполненности, какую бы я хотела увидеть в них. Может быть, это и материальная сторона вопроса, может быть, это и духовность мужчины, может быть, его интеллектуальный потенциал. Вот я понимаю и вижу, да, что в нем нет чего-то, да, той наполненности, которой бы мне бы хотелось. Еще как я отношусь к мужчинам? Я понимаю, что мужчины, они разрушители, да, и они разрушают вокруг меня пространство. Да, и дальше карты ничего не говорят. Наверное, очень сложная была ситуация, в результате которой вот вы потерпели такое фиаско, да, которое вот сформировало у вас отношение к мужчинам, достаточно негативное отношение. А какая я в отношениях с мужчинами? Я человек деятельный в отношениях с мужчинами. То есть я стремлюсь всегда проявлять инициативу. Я не буду сидеть или лежать на месте. Я буду стремиться к тому, чтобы отношения развивались и предпринимать какие-то интересные действия. Я очень люблю, чтобы они были какими-то необычными. То есть я готова к изменениям, готова к каким-то интересным экспериментам. Я стараюсь не держаться за прошлое вообще и стараюсь видеть каждый раз, пытаюсь что-то новое в отношениях приоткрыть. И таким образом украсить эти отношения. Еще я хочу сказать, что не стремлюсь за какими-то звездами, да, троечки у нас не стремятся, они, в общем-то, достаточно приземленные, адекватно стараются оценивать отношения с мужчинами и какая я в отношениях с мужчинами. Я стараюсь наблюдать за тем, что происходит, и хочу, чтобы эти отношения обновлялись. То есть я всегда стараюсь их а, как бы преображать и украшать. Что же нужно делать? Что же нужно сделать? Ну, во-первых, надо, чтобы ваше сердце не болело, да? Надо успокоить себя и принять вот ту ситуацию болезненную, которая у вас была раньше, ее принять как урок, принять и понять, что через эту ситуацию вы в очередной раз чему-то научились. Ведь действительно мы с вами приходим сюда для того, чтобы учиться. И вот из этой ситуации взять ту изюминку, которая, на ваш взгляд, в следующий раз поможет вам преодолевать вот эти сложные ситуации. Как можно преодолеть вот эту сердечную боль? Может быть, стоит заняться каким-то творчеством, действительно, порисовать, повышивать, может быть, сходить погулять, может быть, отдохнуть куда-нибудь съездить. То есть, может быть, вот, заняться какими-то такими необычными делами, причем, чтобы их достаточно много было. Взять прямо целый ассортимент дел, ведь есть такое выражение «клин клином вышибает». Что еще надо сделать, что же в себе поменять? Ну, наверное, надо поразмышлять над тем, что происходит, и порой это требуется действительно одиночество, то есть разговор с собой никуда мы откладывать не можем. Ну а дальше начать активно действовать, да, активно действовать в этом после одиночества, не закрывать глаза на такую сложившуюся ситуацию и не смотреть на нее так пессимистично, не замыкаться в себе, и свои проблемы я сама буду решать, а наоборот общаться, общаться и общаться, карта говорит. Может быть, искать новые взаимодействия, и тогда к вам придет совершенно другой партнер. То есть выйдите вот из этой изоляции, вот этого отношения к мужчине, что мужчина только разрушитель и ничего вам дать в принципе не может. Ну что ж, это был третий вариант. Была рада с вами сегодня пообщаться. Приглашаю, как всегда, вас на общие расклады. Вся информация под видео. Всего вам хорошего.